Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень приятно. Я хочу напомнить, да, постоянным зрителям, а также уточнить для новых зрителей, что узорчиков на канале очень много, чтобы вы не запутались. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Эти плейлисты вы можете увидеть на главной странице, раздел плейлисты. Нажимаете на этот раздел, и перед вами открывается большое количество папочек. Выбираете любую папочку и смотрите видео. Итак, я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками, с ними мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальные. Подбирайте свою пряжу. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми работаю сегодня. Особенно для новичков, кто еще с такими ниточками не работал. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Simli. Идем дальше. Тут получается в 100 граммах находится 500 метров. По составу 75% это акрил, 20% это шерсть и 5% металлическая ниточка. Видите? Ниточка так как переливается, блестит. И крючок нам советуют брать, смотрите, от двоечки до четверочки. Ну, в зависимости от узора, от плотности вашего вязания. Цвет пока не забыла, сразу же говорю 114. На камеру передается такой, какой он на самом деле есть. Я буду работать сегодня крючком номер 3. Данную пряжу я вяжу крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же. Читайте инструкцию, да, получается, аннотацию к своей пряже. И согласно рекомендациям и плотности своей вязания подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. То есть у меня будет 33 воздушные петельки, ну а вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я буду набирать 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я буду делать вспомогательный ряд. Особенно полезен данный ряд для новичков, да, чтобы не запутались в воздушных петельках. Мы провяжем ряд столбиками с накидом. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Накид в следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем столбик с накидом в каждую петельку. Сами себя контролируем. По итогу количество получается столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. Несложно, да? И все. И вот так вот аккуратненько со своей скоростью шагаете до конца ряда. Не забывайте, что, смотрите, вот эти первые 3 петельки подъема, да, это считается как имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. У меня, получается, должно быть 33. Так? Вы точно так же провязываете свое количество петелек до конца ряда. И в конце ряда мы встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь что мы делаем дальше? Одна воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В четвертый столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. 2 воздушные петельки, накид, и вернулись опять сюда же и провязали еще один столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот рогатка. Угу.
Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Считаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик нырнули и провязали столбик без накида. Вот по итогу, что должно у вас получиться. Далее повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем такую же рогаточку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись, провязали столбик с накидом 2. По итогу вот такая вот рогатка. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Считаем 3 столбика. Раз, два, три. Пропускаем их и в 4-й столбик провязываем столбик без накида. И вот так вот вы шагаете, чередуя столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно, вы справитесь. Давайте. А в конце ряда я вас встречу. Угу. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, столбики практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? После рогаточки 3 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика и в 4-й, да, а это имитация нашего столбика, 3 петельки подъема, вот в 3-ю петельку провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь будем работать только лишь вот в рогаточках. Рогаточка, рогаточка, рогаточка и так далее. Понятно? Смотрите. Итак, для начала накид. Ныряем вот в эту арочку в нашей рогатке, вытягиваем ниточку, держим на крючке. Раз. Накид. Нырнули сюда же. Вытянули. 2. Держим на крючке. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали до 2 петелек. И затем 2 петельки вместе провязали. У нас формировался вот такой вот пышный столбик. Бубочка. Идем дальше. Накид. Ныряем сюда же. И провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Сюда же. Столбик с накидом. 2. Далее 2 воздушные петельки. Раз. 2. И опять сюда же в эту же арочку столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. И заканчиваем работать с арочкой пышным столбиком. Накид. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Раз. Сюда же. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязали все вместе до 2 петелек на крючке. Далее 2 петельки вместе. У нас получается вот такой вот интересный веерочек. Начинается и заканчивается пышными столбиками, а по центру по 2 столбика с накидом и между ними арочка. Угу. Далее воздушная петелька и перепрыгиваем сразу же вот в следующую рогатку и провязываем все точно так же. Опять делаем пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки провязали вместе. Дальше в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Опять возвращаемся в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. И заканчиваем пышным столбиком. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и затем 2 петельки вместе. И вот так вот вы шагаете по рогаточкам, провязываете вот такие интересные веерочки. Не забудьте между веерочками воздушную петельку и опять точно так же перепрыгивайте в следующую рогатку. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда и заканчиваем мы ряд просто обычным столбиком с накидом, точно так же, как и мы начинали, да, 3 петельки подъема. Вот столбик без накида предыдущего ряда. Далее смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Накид. Сюда же возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Есть.
Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь переключаемся вот на наш веерочек, вот в эту арочку ныряем, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, между веерочками нашими, да, вот в эту арочку из одной воздушной петельки нырнули, провязали столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки. И сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом 2. И у нас сформировалась такая вот рогаточка. Так? А тут у нас столбик без накида. А тут у нас половинка рогаточки. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся вот на наш веерочек. В центр арочки столбик без накида. И так далее. Чередуете, получается, столбик без накида, рогатка, столбик без накида. Дальше опять будет рогатка, столбик без накида. Вспоминаете, да? Мы точно так же с вами вязали самый первый ряд. Здесь мы повторяем первый ряд, просто небольшое смещение в шахматном порядке. Так все то же самое. Поняли, да? Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, мы вот провязали практически до конца ряда наши рогаточки и столбики. Как мы заканчиваем ряд? Смотрите, у нас здесь получается, мы должны закончить половинкой рогатки, точно так же, как мы начинали. Итак, 3 воздушные петельки, накид. Вот в третью петельку подъема мы ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Раз. Далее 1 воздушная петелька, не 2, да? Накид. И опять сюда же вернулись и провязали еще один столбик с накидом, то есть пол веерочка. Все, ряд закончился. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Так как здесь пол веерочка, то, естественно, будет пол вот такого вот интересного, пол рогаточки, вернее, то будет половинка веерочка. Поняли, да? Итак, в арочку нырнули и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. И как бы заканчиваем наш веерочек пышным столбиком. Накид. Раз. Накид. 2. Накид 3, накид 4 и накид 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Вот, пол веерочка. Далее воздушная петелька. Помним, да, как мы провязывали второй ряд. То есть мы провязываем как второй ряд, просто точно так же смещаем в шахматном порядке. Вот наша следующая рогатка. Мы в нее ныряем и провязываем. Вначале пышный столбик. 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Далее в арочку 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И опять вернулись в рогаточку. 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. И затем пышный столбик. Раз, 2, 3, 4, 5. Помните про пышные столбики, да? Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Чем больше вы делаете петелек и накидов, тем более эффектные пышные столбики, но и пряжа скушает больше. Поэтому смотрите, контролируйте. Либо можете делать больше накидов, да, 7, 8, 10, либо меньше. Но пышные столбики будут менее эффектные, но и пряжа скушает меньше. Так что выбирайте, как вам удобнее. Все, вот так вот повторяем наш второй ряд до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала, получается, веерочки практически до конца ряда. Помните, мы начинали половинкой веерочка и заканчиваем тоже половинкой веерочка. Вначале в арочку идет пышный столбик. Далее провязываем сюда же в арочку 2 столбика с накидом. Раз, 2, накид. И заканчиваем ряд в третью петельку подъема. Мы провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд заканчивается. Все, вот наша пол веерочка. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Накид. И вот между веерочками, помните, да, арочка из одной воздушной петельки. В нее провязываем рогатку. Столбик с накидом раз. 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Далее смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И переключаемся вот на наш веерочек. И в арочку веерочка провязываем столбик без накида. То есть мы сейчас точь в точь 100% повторяем самый первый ряд. Видите, да?
То есть у нас узорчик состоит из 2 рядов. Это получается рогатка, веерочек. Далее смещаемся в шахматном порядке. Рогатка, веерочек. Все, 4 ряда. Раз, два, три, 4, из которых 2, получается, повторяются. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Все, после 4 рядов повторяете в 5 ряду самый первый. Все, раз, два, три, 4. Опять раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Понятно? Вообще узорчик несложный. Я думаю, вы справитесь. Схемки у меня, к сожалению, нету. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что получится. Но уже видно, что получится интересно, оригинально, необычно в копилочку ваших узорчиков. Да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Какая несложная, в то же время объемная, ажурная красота. Согласитесь, да? Такого еще на канале не было. Разные узорчики были, а вот это такой интересный сам по себе, согласитесь. Вот так вот он тянется, вот так вот он очень хорошо тянется, да? И он получается, смотрите, у нас двусторонний. Выбирайте любую сторону. Какая вам больше всего понравилась, такая у вас будет лицевая. Ну, конечно, в первую очередь шикарный узор будет для палантина. Ну, а потом уже смотрите, жилеточки, кофточки, кардиганчики. Да, они будут дырявчатые, но в качестве, так скажем, декора, да. То есть под низ одеваете что-то для контраста интересное такое. И у вас, естественно, будет очень шикарная вещь. Не забывайте, что можно поворачивать узорчик, да, шарфики, снудики. Вот так вот можно разворачивать узорчик. То это могут быть накидочки. Если летние ниточки, то это парео, да, то есть летний вариант юбочки. Пляжные, почему бы нет? Берите, пробуйте из любой пряжи, из летние изделия, да, топики, маечки. Возможно, по спинке можно будет пустить такой узорчик, будет шикарно. Возможно, это демисезонные ниточки, зимние ниточки. Пробуйте, экспериментируйте. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, какими ниточками, что получилось, какое изделие, нам будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Угу. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это у меня выходит, смотрите, 16 сантиметров. Так, и тут у нас получается по 2 рядочка. Это один раппорт. Считаем, ну, как бы по вот таким вот веерочкам, да. 2, 4, 6, 8, 10 и первоначально 11 рядочков. Берем за самую высокую точку 13 сантиметров. Шикарно, согласитесь. И вяжется очень быстро. Да, шишечки, бубочки, они, конечно, скушают много пряжи. Но я думаю, что оно того стоит. Оно, как бы шишечек этих немного, да. Опять же, вы можете их уменьшить, вы можете их увеличить. Попробуйте. Может быть, вам понравится, когда будут шишечки поменьше. Может быть, понравится, когда они будут побольше. То есть не останавливайтесь на одном представлении узорчика. Пробуйте, экспериментируйте свои. Угу. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Кто еще этого не сделал, делитесь с подружками в разных соцсетях. Ну и сохраняйте себе в свои плейлисты, чтобы потом посмотреть в свободное время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.